Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о создании табличных вариантов наших цифр и различных альтернативных версиях нуля. Обычные цифры, которые мы с вами рисовали, это пропорциональные цифры. Пропорциональные они потому, что у них размер площадки, на которой находится эта цифра, влияет и зависит, точнее, от того, какой размер и какая пропорция самой буквы. То есть по понятным причинам единица здесь самая узкая, поэтому здесь ее площадка, на которой она находится, достаточно небольшого размера. А вот если мы посмотрим на табулярные цифры, ширина площадки у них везде фиксированная, одинаковой толщины. Именно поэтому, когда мы смотрим на ряд таких цифр, мы видим, что здесь образуются такие не очень красивые пробелы, и они должны там быть, потому что такие цифры должны стоять строго в ряд по вертикали, когда вы много цифр набираете в виде какой-то таблицы. Пропорциональные в этом случае нам не помогут. И тут для того, чтобы компенсировать достаточно маленький размер цифры 1, часто добавляют такую полосочку. Это не обязательно, но на цифре 1 снизу она есть, чтобы вот эту пустоту, которая у нас здесь есть, как-то немножко скомпенсировать. Семерка здесь сложнее, здесь можно, по идее, наверное, добавить сюда тоже черточку, но обычно этого не делают, поэтому здесь вот такой вот не очень красивый пробел появляется. Но и важно понимать, что так как у нас у табличных цифр одинаковая ширина площадки, то и кернить нам их ни в коем случае не нужно. Это мы тоже с вами будем потом разбирать на этапе кернинга. То есть мы оставляем их такими, какие есть. То есть вот эти пробелы, это для них нормально, так и должно быть. Для того, чтобы обычные цифры заменились табличными, у них должны быть соответствующие суффиксы, как это было у нас со старостильными цифрами. То есть есть специальный суффикс TF, который в некоторых шрифтах может обозначаться как tab или какие-то другие наборы цифр. Опять же, это не столь важно, потому что это все программируется уже в OpenType фичах. Там можно любое написать название, но чтобы FontLab автоматически смог их распознать и сам добавил код, мы обычно используем известные какие-то устоявшиеся суффиксы. В данном случае это TF, поэтому в первую очередь что мы делаем? Мы копируем все цифры, которые нам нужно изменить, я жму Ctrl-D, появляется у нас такое окно дубликата глифов. И здесь мы убираем суффикс OSF и вместо него пишем TF. Жму ОК. И у меня создались все цифры в данном варианте. Я их окрашу, пожалуй, в красный цвет. Это нам не нужно. Вот. И теперь мы помним, что если мы продублировали цифры, то все их содержимое тоже продублировалось. А редактировать мы его особо-то не планируем, поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно прописать сюда код, который заменит эту цифру на компонент. Чтобы сделать это на всех слоях, мы просто пишем в поле рецепта название оригинальной цифры и с зажатым альтом кликаю на иконку автолейера. И все, содержимое у меня поменялось. Делаем то же самое во всех глифах. И так далее. Мы добавили в каждую ячейку табличных цифр автолейеры. Они нужны нам для чего? Для того, чтобы в одно движение добавить компоненты взамен контуров, которые были в оригинальной цифре. Потому что когда мы включаем автолейер, он затирает все содержимое глифа и вставляет туда то, что нам нужно. А так как нам нужно, чтобы там были компоненты, мы это сделали, и теперь можно их отключить. Поэтому я выбираю каждый из этих автоглифов, так называемых, и с зажатым альтом отключаю в них. Таким образом у меня сохраняется компонент внутри этого глифа, но при этом нам не будет мешать автоматически вот эти все настройки метрик, потому что как раз таки шириной площадки мы сейчас с вами и займемся. Как вы помните, у нас размер всех табличных цифр одинаковый, то есть ширина площадки, на которой они находятся, они одинакового размера. Потому что если мы посмотрим на единичку, здесь у нее ширина 335 юнитов. Если на двойку, то здесь 591. Нам нужно сделать так, чтобы они у нас совпадали. Причем совпадали не в всех слоях и во всех глифах, а только в рамках текущего слоя. Ну, например, мы посмотрим на нолик, здесь у него ширина 610. Нажмем пробел, вот 610 видим. Девятку смотрим, здесь 590 общий размер. Нам нужно сделать так, чтобы везде было 610, так как нолик у нас самый широкий, значит на него мы и ориентируемся. Либо можем сделать немножко его поуже, именно его площадку, чтобы не так сильно растягивать. Но, в принципе, это не столь важно. Я сделаю вот по образцу нолика, меня это все устраивает. И также сделаем во всех остальных слоях. Ну, начну я с медиума, потому что здесь у меня ровная цифра, и теперь нам нужно ее промножить, так сказать, на каждую из этих ячеек.
мы определились с тем, что мы за основу берем ширину площадки цифры табличной 0, но нам нужно ее немножко отредактировать. Если мы посмотрим на все ячейки табличных цифр, то мы увидим, что их метрики ссылаются на какие-то другие символы. Это не очень хорошо, потому что мы не сможем им задать нужные нам, ну точнее как, мы можем открыть, например, и, вот, допустим, мы знаем, что у нас нолик 610, а шестерка у нас 590. Что нам нужно сделать? Теперь нам нужно вот здесь прибавить 10, здесь прибавить 10, и вот здесь у меня теперь получилось 610. Или, например, мы возьмем единичку, здесь у меня вообще 362, поэтому здесь мне нужно прибавить, ну, допустим, там 200, чтобы ее сместить. Ну, в общем, это не то, что нам нужно, поэтому автоматические метрики в этих цифрах нам совершенно здесь не нужны, поэтому мы их отключаем здесь в первую очередь. Поэтому я просто беру, в первую очередь с ноликом разберемся, я здесь пишу zero, потому что он у меня должен ссылаться на такой же пропорциональный вариант, потому что она у нас полностью ему соответствует. Копирую на все непосредственно слои, проверяем, все отлично. Теперь нам нужно избавиться от формул, которые у нас указаны здесь, чтобы мы смогли их отредактировать. Теперь продублируем эту ширину на другие цифры. Если я возьму, например, какую-нибудь восьмерку и пропишу здесь 610, то она у меня вернется на 600. Почему? Потому что у нас здесь зафиксированы метрики в виде выражений, поэтому нам их нужно убрать. Они в данном случае в приоритете. Поэтому выбираем все ячейки с выражениями, которые у нас достались из оригинальных цифр, и теперь их удалим. Tools, Action, открываем вкладку Метрики и находим пункт удаления всех выражений в полуопрошах в выбранных глифах и сразу во всех мастерах. Жму Run, и вот здесь они у нас пропали. Теперь это обычные цифры. Сохраняюсь. Теперь выделяю все цифры, которые мне нужно, и уже здесь прописываю 610. И мы видим, что у нас теперь все глифы имеют ширину 610. Делаем то же самое в других слоях. Вот здесь у нас тоже 610, кстати. Интересно, почему так получилось, но бывает. 610, посмотрим какой-нибудь узкий, например. Вот здесь у меня 490, а здесь вот они отличаются. Поэтому вот тут, например, четверка еще шире. Но мы берем за основу нолик, поэтому выделяю все глифы, и здесь у нас сколько? 490. Делаем 490. Все у меня увеличилось где нужно. Ну, единичка у нас самый большой пробел имеет, потому что сама ширина оригинальной единички достаточно маленькая, а здесь приходится ее растягивать. В общем, мы привязали все размеры площадки к нолику. Она у нас равна 610. Теперь, когда мы определились с форматом, как это все должно выглядеть, вот у нас все цифры в ряд, нам нужно сделать так, чтобы вот эта ширина площадки у нас была гибкая. Нам не пришлось ее каждый раз вручную прописывать, потому что если вот здесь 610, а в нолике мы здесь что-то изменим, например, здесь будет 620, так как у меня здесь полуопрос, я, например, сделаю здесь, просто прибавлю 10. Вот. А здесь у меня также 610. Теперь мне нужно посмотреть сюда, здесь 620, выделяю это, пишу 620 и так далее. Это не очень удобно. Поэтому мы можем сделать выражение ширины площадки. Раз мы могли его делать в полупрошах, мы можем его сделать и в самой ширине. Поэтому что я делаю? Я беру и выделяю все нужные мне табличные цифры, и вот здесь я пишу zero. Это ссылка на нолик, но так как мы ссылаемся не на обычный нолик, который в этой букве у нас, в этом шрифте точнее, мы ссылаемся на конкретно TF, потому что если я там внесу какие-то изменения, мне нужно, чтобы это отразилось. Поэтому я здесь пишу zero.tf и жму Enter. Теперь у меня вот здесь прописалось выражение. И если вдруг мы здесь смотрим, вот написано 610, здесь 610, я добавлю здесь вот так 20, у меня станет 630. Кликну на любой другой глиф, посмотрю, здесь у меня тоже 630. То есть автоматически у меня это все двигается. Поэтому возвращаем все как есть. Проверяем, здесь тоже 610, то есть метрики выражения автоматически у меня обновились. Теперь нам нужно скопировать это выражение на другие слои. Для того, чтобы нам его не пришлось вручную копировать, я просто могу либо, конечно же, вот в каждом слое вот так его
вставить в каждый из глифов, либо могу просто выбрать все глифы и на них, так как у них одинаковое выражение, нажать на вот эту кнопку «Копировать ширину глифа на все мастера». Кликаю и проверяем, например, вот здесь. Здесь у меня все скопировалось. На единичку мы сейчас не смотрим, я ее сейчас исправлю за кадром и продолжим. После того, как мы расставили во всех мастерах непосредственно ширину размерную с нашим ноликом, теперь нам нужно отцентрировать все глифы. Поэтому мы выделяем те глифы, которые нам нужно отцентрировать, и заходим в экшены. Tools, Action. Во вкладке Metrics надо найти пункт «Отцентрировать слой». Выбираем для всех выбранных глифов и для всех мастеров разом. И теперь жмем Run. Мы видим, что они у нас сместились. И жмем Close. Все, теперь во всех слоях у нас все отцентрировалось, все строго посередине, поэтому если сейчас откроем глифы, единицу я склеил, чтобы она не так сильно искажалась. Вот здесь 104, здесь 104, здесь 59, здесь 59, здесь, соответственно, у нас 54, 54. В общем, мы ее сместили так, чтобы у нас все было ровно там, где должно быть. И делается это все с помощью экшенов. С табличными или табулярными старостильными цифрами та же самая история. Делается по тому же самому алгоритму, только добавляем мы компоненты не обычных прописных цифр, а старостильных цифр пропорциональных. И делаем их с одинаковой шириной площадки. При этом все цифры у нас без изменений, но так как единицу мы делали из компонента единицы с дельта-фильтром, еще и с вот такой перекладиной снизу, нам это делать нужно точно так же и в старостильные табличные цифры. Поэтому что мы делаем? Мы берем, копируем вот эти глифы, жмем Ctrl-D, выделяем их и пишем теперь суффикс .tosf. И что происходит? Происходит вот что. Они у нас добавляются к текущему, поэтому мы это дело удаляем. И здесь нам нужно сделать галочку, поставить Ctrl-D, заменить существующий суффикс, потому что он так до бесконечности их будет добавлять. А так он сейчас заменит суффикс TF на TOSF. Жму, и все, они у меня добавились. Вниз у меня ничего не бежало, потому что у меня кодировка стоит специальная. И вот теперь мы их точно так же, сохраняя их ширину в размер вот этого нуля, но мы теперь их опускаем выше, ниже, и в общем делаем все те же самые манипуляции, которые мы делали, когда создавали обычные старостильные цифры. Ну и дополнительно расскажу про нолик с перечеркнутым слэшем, либо можно еще сделать с точкой внутри. В общем, иногда добавляют шрифты такие нули для того, чтобы они не путались с буквой О, которая иногда бывает достаточно похожа, но тоже узкая и выглядит в тексте точно так же. Поэтому, чтобы ее не путали, можно добавить соответствующий символ с таким слэшем внутри во всех мастерах. Но здесь принципиальное отличие в том, что мы, когда создаем его, мы точно так же делаем это из оригинального глифа, только здесь пишем суффикс под названием zero. Почему мы делаем именно его? Потому что FontLab знает такой суффикс и автоматически добавляет OpenType фичу, которая позволяет нам включением и выключением OpenType, собственно, в какой-нибудь графической программе переключать между обычным нулем и нулем с вот таким перечеркнутым элементом. Поэтому, когда мы создадим OpenType фичи, автоматически добавим, у нас уже по умолчанию будет вот такая фича. Теперь, если, допустим, я ее сгенерирую, вот здесь напишу нолик, допустим, там вот такой вот, и активирую эту фичу, у меня есть фича под названием Zero. Как видите, она автоматически включает и заменяет собой эту цифру. В общем, удобная штука, делается элементарно. Обычный компонент буквы, цифры, точнее 0 с перекладиной. Но потом ее нужно будет обязательно разобрать и превратить в обычный контур, когда вы закончите с ее внешним видом, потому что комбинировать контуры с компонентами не очень хорошая затея, потому что мы потом будем делать хинтинг, и, в общем, не рекомендуется делать хинтинг на вот таких комбинированных глифах. Мы разобрали 4 разных вида цифр, которые могут быть в вашем шрифте. Это классические, обычные, пропорциональные маюскульные цифры в высоту прописных букв, потом старостильные минускульные цифры, тоже пропорциональные, которые идут в высоту строчных букв. Дальше у нас идут табличные цифры
Либо это будут маюскульные табличные, либо минускульные табличные. У них, как видите, одинаковая ширина площадки, поэтому они идут грубо говоря, друг за другом по вертикали. Если мы там какие-нибудь математические прописываем штуки в таблице, то это очень-очень удобно. Вот. Но на самом деле еще, как видите, у меня в моей кодировке, с которой я работаю, достаточно много разных вариантов цифр. Мы их еще с вами разберем в будущих уроках. Но даже вот такой, скажем так, такого малого количества будет достаточно, чтобы разнообразить ваш шрифт, и он выделялся на фоне таких вот обычных любительских шрифтов. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.